Сегодня у нас небольшое, но довольно интересное видео, в котором я хочу поделиться с вами статьей, размещенной в живом журнале блогера 16вик09. Ссылка на его блог будет в описании к этому видео. А посвящена статья негативным последствиям, которые поджидают наши организмы в случае недостатка секса. Здравствуйте, мои хорошие! Чем грозит недостаток секса для мужчин и для женщин? Сказывается ли на состоянии здоровья недостаток секса? Многие исследования на этот счет дают утвердительный ответ. И неважно, сознательные или вынужденные причины приводят людей обоих полов к длительному воздержанию. Факт остается фактом. Недостаток секса негативно сказывается на работе всех систем организма. Какие негативные последствия поджидают тех, кто по каким-либо причинам лишен сексуального удовольствия? Давайте рассмотрим подробнее, как недостаток секса влияет на здоровье мужчин и женщин. Недостаток секса у мужчин. Секс для представителей сильного пола приравнивается к естественным физиологическим потребностям, вроде еды или сна. Регулярный полноценный секс необходим для нормального функционирования организма. Неудивительно, что мужчины реагируют на отсутствие секса более остро, чем женщины. Однако обозначить необходимую частоту сексуальных контактов достаточно сложно, так как она зависит от индивидуальных потребностей каждого мужчины. Поэтому под понятием «недостаток секса у мужчин» следует понимать вынужденное воздержание от сексуальных контактов. Итак, чем грозит недостаток секса для мужчин? Простатит. При длительном воздержании застаивается секрет простаты, и возбудители простатита активизируются. Нарушение психосоматической системы, неврозы, стрессы, депрессии, озлобленность и повышенная агрессия, навязчивые идеи, расстройство сна. Вот далеко не полный список проблем, которые напрямую связаны с дефицитом секса у мужчин. Стрессы и депрессии приводят к дополнительным нагрузкам на сердечно-сосудистую систему. Резкий набор веса. Недостаток секса мужчины склонны заполнять излишествами в еде и в спиртных напитках. Отсюда проблемы с лишним весом и весь комплекс проблем, связанных со злоупотреблением алкоголя. Импотенция и бесплодие. Функции неработающего органа ослабевают. Это как лежать на больничной койке несколько месяцев, а потом пытаться резко встать на ноги. Недостаток секса для женщин. Женщины переносят недостаток секса несколько легче, чем мужчины. Но и тут все зависит от половой конституции, темперамента, воспитания и эмоциональной составляющей. В целом, от недостатка секса у женщин возникают следующие проблемы. Нарушение сна. При оргазме в женский организм выделяется гормон окситоцин, который является природным успокоительным. Лишая себя секса, женщина начинает испытывать проблемы со сном. Преждевременное старение. Недостаток коллагена, выделяемого при регулярном сексе, провоцирует старение кожи. Гормональный дисбаланс. Длительное отсутствие секса приводит к гормональным всплескам, результатом которых является воспаление кожных покровов, рост нежелательных волос, проблемы с весом и так далее. Снижение иммунитета. Ученые-медики едины во мнении, что регулярный секс активизирует защитные системы организма и является отличной профилактикой простудных заболеваний. Хронические боли. Благодаря гормональному всплеску, происходящему в организме во время контакта, секс повышает болевой порог и облегчает как хронические, так и различные острые боли. Недостаток секса часто сопровождается усиленными менструальными болями. Аноргазмия. У женщин вследствие долгого полового воздержания часто возникают истерические состояния и неврозы. Такие состояния нередко являются предпосылками к аноргазмии, невозможности достичь оргазма. Ряд психологических проблем. Понижение самооценки, частые депрессии, нервное напряжение, раздражительность. Кроме того, могут возникать проблемы с памятью, ведь известно, что секс насыщает кислородом кровь, которая затем попадает в гипоталамус, центр мозга, отвечающий за память и усвоение новых знаний. А на этом на сегодня все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх,
Подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!